Древние города Казахстана. Наш Казахстан разместился в центре Евразии. Большая его часть относится к Азии. Площадь Казахстана составляет почти 3 миллиона квадратных километров. Благодаря такой площади страна занимает 9-е место по территориальной определяющей по всему миру. Население более 18 миллионов человек. Столицей стала Астана, хотя есть более крупный город Алма-Ата. Чтобы узнать, какие древние города существовали на территории Казахстана, стоит рассмотреть географию современной страны. Расположилась она в окружении интересных географических объектов – Каспийского моря, Нижнего Поволжья, Урала, Сибири, Китая и Средней Азии. Соседкой государства стала Россия, восточная сторона занята Китаем, южная – Киргизстаном, Узбекистаном и Туркменией. О древних городах Казахстана стало известно еще задолго до рождения самой страны. На месте современного государства появились первые поселения еще во первых веках до нашей эры. Авторы тех времен рассказывали о существовании городов, на месте которых сейчас располагается озеро Иссык-Куль, Илийская долина и река Сырдарья. Поскольку территория государства внушительна, то в разные времена на ней появлялись те или иные историко-культурные регионы. Их особенностью была оседлая форма жизни. Отсюда стало возможным проследить за их развитием и становлением. Здесь начали формироваться города. Первым известным подобным регионами стал Южный Казахстан и Жетысу. Археологи занимались исследованием этой группы, выделяя в определенных устаревших селениях дворцовые жилища. Отсюда же стал известен используемый материал для строительства – сырцевый кирпич. Считается, что большое число древних городов на территории Казахстана размещалось в долине реки Арысь, в Отарарском оазисе. Тут были обнаружены находки, свидетельствующие об обработке земли, подводе воды, разделении скота, мелком ручном производстве и торговле. Прежде чем мы перейдем к информации о древних городах Казахстана, важно дать их общую характеристику. Как и любые средневековые города Востока, эти были многоязычными. Территория имела разнообразный этнос, была населена усунями, тюргешами, карлуками, кыпчаками. В древних городах Казахстана активно развивалось ремесло, стеклоделие, обработка металлов, ювелирное дело. Наиболее важным для каждого поселения была торговля. Она распространялась и на местных покупателей, и на международное сотрудничество. В итоге часть городов обзавелась крупными рынками, часть чеканила гроши. Легендарная магистраль Средневековья – Великий Шелковый путь, предмет современных исследований. Это неудивительно, потому что 1500-летняя история этой трассы – мировое культурное и экономическое чудо. Одно из ответвлений знаменитого торгового пути проходило по регионам Казахстана. Испиджаб был популярным торговым городом. Его главной особенностью было важное торговое значение. Располагался он на Великом Шелковом пути. Впервые о нем упомянули в 629 году. По другим сведениям, его основали в IX-X веке в качестве военного укрепления. Благодаря красоте его стали называть Белым городом. Есть информация, что после основания государства саманидов древний город Казахстана Испиджаб стал его частью. Уже спустя столетия он перешел к династии караханидов и был с ними 2 века. Отарар – древний город Казахстана на казахском. На русском его называют Отрар. Также это поселение имело разные имена – Тарбант, Турарбант, Турар или Фараб. Пока эту территорию не настигло монгольское нашествие, она была крупнейшей в Средней Азии. Сейчас Отрар – городище в Отрарском районе на юге государства. Ранее существовал Отрарский оазис. Сейчас это исторический и культурный заповедник. Здесь почти 50 лет проводят исследования и раскопки. Именно благодаря работе на этой территории стало известно об Отраре. Отрарский оазис развивался в I-XIII веках нашей эры. В древнем городе Казахстана Отраре располагались монетный двор караханидов. Есть сведения, что в этом поселении проживало большое количество ученых, мудрецов, искусных музыкантов, предсказателей и ювелиров. Раскопки помогли определить ключевые места города. Так известно о медресе, рынке, мастерской кузницы, гуртхана, банях, мечети,
лавках и магазинах. Тарас – это известное поселение государства, является административным центром Жамбылской области. Расположился город на юге Казахстана, рядом с Киргизией. Население его составляет 364 тысячи человек. Тарас – древний город Казахстана. На казахском языке это слово созвучно весам. Некоторые считают, что именно это дает право считать город участником Великого Шелкового пути, ведь в торговле использовались весы. На самом же деле происхождение названия доселе неизвестно. История города начинается с реки Талас, у которой расположились племена Саков и Усуни. Считается, что они основали поселение в V веке до нашей эры. Пока не доказано время основания Шымкента, можно сказать, что Тарас является самым древним городом Казахстана. К сожалению, описать каждый древний город непросто. Во многом это связано с тем, что некоторые поселения доселе не изучены хорошо. Например, древний город Казахстана на казахском языке Кимаки ранее являлся средневековым азиатским поселением кимаков. Оно находилось на территории современного Казахстана и сейчас считается исчезнувшим. Известно было поселение Кулан. Сейчас сложно понять, какая территория имелась в виду, поскольку в Казахстане есть два одноименных села. Первое находится в Южно-Казахстанской области, второе в Жамбылской. Еще одним древним городом Казахстана стал Аспара, расположен в Жамбылской области. Сейчас представляет собой остатки средневекового городища. Древних городов Казахстана огромное количество. Интересно, что некоторые становятся своеобразным синтезом, поскольку окончательно определить территориальные и временные границы того или иного поселения непросто, учитывая количество прошедших веков.